Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сейчас 7:39 утра. Я очень люблю это время. Обычно я встаю в 6, но сегодня попозже. Люблю это время, потому что, как-то вот мне нравится темное время суток. Вот так на улице. Вроде как город оживает, но еще довольно-таки тихо и спокойно. Сейчас я достала кофе. Буду пить. Да, у меня тут набрызгалось с вечера, не протерла, ничего страшного. Сейчас все вытру. Опять же, я видео хоть и разделяю, но тем не менее, вот решила такой сделать фрагмент. Раскрашиваю, пока жду, когда там растопится мыльная основа у меня. Села завтракать. У меня на завтрак овсяная каша с тушеной печенью куриной и какао с молоком. Понятное дело, что без сахара. Какао тут 3 грамма, в сухом виде, и молока обезжиренного 30 грамм. А в основном вода и немножко корицы. Получается очень вкусно. Сегодня я много решила уделять время раскрашиванию, потому что много чего накопилось, а уже конец месяца. Мыло сварила, еще там осталось несколько штрихов, я уже там добавила украшалки, теперь нужно пищевой перламутр добавить. Сейчас перекушу, здесь просто сырые овощи, морковь, огурец, помидор, китайская капуста, стебли сельдерея и тоже тушеная печень. Сделала себе маникюр, вот ногти. Лак сегодня сама красила лаком. Выбрала Шато Нуар. У меня номер 128. У меня еще когда-то, точнее даже у мамы был лак. Это я уже потом покупала. Но могу сказать, что хороший лак, вполне достойный, ложится в один слой, достаточно ровно, вот не полосит, ничего такого, нравится. Потом удобная вот эта вот часть держать, не могу понять, что у меня с руками здесь, извините. Вот, кисточка такая средняя, не тонкая, не широкая. А что ценно здесь? Шарик имеется, как раньше. Раньше он был во всех лаках, а сейчас далеко не во всех. В общем, удобно, можно взболтать, все такое. Короче, я довольна. Я оставила у себя в коллекции совсем немного лаков. Раньше у меня была огромная коробка, я все повыбрасывала. И оставила только нормальные лаки. Правда, один отсюда, по-моему, Dance Legend, я все-таки отправила в пустышке. Не могу с ним возиться, это отвратительно. А так вот небольшое количество, и сейчас буду использовать. Когда подиспользую большую часть вот из этого, мне просто надолго хватит. Тогда куплю что-то еще. Просто я на ноги люблю только красный лак. Вот у меня там есть от Yves Rocher старенький. Там малюсенькая бутылочка, вон она, видите, стоит. Вот и использую, куплю для ног. А для рук мне еще очень тоже надолго хватит. А потом какой-то буду покупать один лак, и все. Один-два, и хватит с меня. Потому что, как-то медленно расходуется. А так вот очень красивый цвет, прям здорово. Подсмотрела у Ольги 1972 на канале рецепт, что можно пюре сделать не только из картошки, но там картошка нужна, репа, морковка, можно кабачок. Вот я подумала, отличная идея, сделаю сейчас себе на перекус. Вот, это репа немножко.
Сделала пюрешку, получилось довольно вкусно. Но, правда, можно было еще немножко поварить, потому что там морковка или потоньше ее порезать. Но вообще классно. Решила разобраться на компьютерном столе. Я вообще редко сижу как за компьютером, так тем более за ноутбуком. В основном у меня все в смартфоне. Я и снимаю, и монтирую, и озвучиваю, если требуется. Ну, как-то вот так вошел смартфон уже давно в жизнь, но тем не менее, вот. Поэтому здесь вот регулярно образовывается пыль в большом количестве, потому что там, где у меня творческий уголок, где я раскрашиваю, там все, ну, постоянно все протираешь. А здесь вроде как иной раз забываешь, думаешь потом. Мне нужно здесь поменять салфетку, потому что она была постелена больше года назад, когда я еще тут раскрашивала, потом она же осталась, когда я сюда перенесла компьютер с ноутом. Кстати, если сравнивать, мне стационарный компьютер нравится больше ноутбука. В особенности вот этот ноут у меня тут, который будет стоять, Lenovo. Ну, вообще говорят, то он хороший. Так, это нужно от пыли протереть моющим пылесосом. Вот, но обновилась до 10 версии, постоянно обновляется. То есть у меня есть время посидеть за ноутом, я включила, идут обновления. Обновился, у меня время закончилось. Потом снова появилось, включаю, не выключайте обновления. Ну, все вот так вот уже несколько лет. Я вообще всякие мелкие безделушки, всякий такой декор не люблю, но тут стоят всякие памятные вещички какие-то, их я оставляю, но вообще не люблю. Ну, вернее как, в теории-то мне все это, вся милота нравится, но это все равно пылесборники. Это, знаете, это нужно специально иметь какие-нибудь такие стеклянные шкафчики, стоечки, которые будут закрыты. И то туда попадет пыль, но не в таком количестве. Вот. У меня съемный диск второй покупала в начале 2018 года, даже помню, 5 февраля. Вот. Помню, потому что мама загремела в больницу в тот момент. Я как раз сидела, разбиралась с этим съемным диском. У меня такой этой марки второй, он хороший, но этот более был современный, и там что-то с компьютера не работало, я сидела, нервничала, в общем. Ну, а потом как-то и без надобности. Так, вот здесь не горизонтальный, а вертикальный рисунок. Это, конечно, не очень хорошо, но ладно, не страшно. Пусть хотя бы так, по крайней мере, они особо недолговечные. Вот. Ну вот салфетка больше года была, но она уже так выглядела нехорошо, а тут хоть что-то. Вот, ноут протираю, он именно в пыли, потому что открытый иногда для скайпа использую, но редко. Весной 2020 года проводила занятия удаленные, танцы. Так, ну и решила тут подоконник уже пора помыть. Сейчас с моющим пылесосом его буду мыть. Кстати говоря, вот эти занавески желто-синие я делала сама, шила из вафельной ткани, покупала то ли на трехгорке где-то, я не помню. Это я, к слову, о защитниках ивановского трикотажа, которые там, ну, я думаю, многие понимают, о какой истории я говорю. Там говорили в защиту тех, кто это все шьет, что они, грубо выражаясь, ну, короче, что это не швея виновата, а вафельная ткань такая, которую невозможно прошить ровно. Так вот, прошила идеально, если я шить умею профессионально. А вот эти вот, кто там шил, вот это все, это безобразие, извините, как бы. Если шить не умеют, просто научились строчить на машинке, а в косе в кривь
раскраивают, то извините, а у меня здесь вот каждый шовчик ровный, и стираю я и с отжимом, и с прочим, и ничего не вытянулось за много лет, а лет 15 этой занавески. Я и с шифоном умею обращаться. У меня он не вытягивается, ничего с ним не приключается, потому что меня учили, как положено, раскраивать, шить. Уже другой день. Вот так вот вчера получилось. Но, кстати говоря, хорошо смотрится тут эта салфетка. Несмотря на то, что вот так вот перевернут рисунок, все равно довольно-таки хорошо. Как ни странно, я даже не ожидала, что будет так классно смотреться. Все цвета мне нравятся, поэтому хорошо. Но я бы ее все равно сменила потом. Но когда найду что-то подходящее, обязательно куплю. Сегодня по возможности постираю шторы. Вид из окна. Вот если не считать шума, который только-только был, в принципе, вполне тихо и спокойно. Сейчас 6 утра. Я даже где-то без 10 проснулась, а выспалась. Сейчас умоюсь, потом сделаю себе какао. Нужно будет поснимать видео абсолютно на разную тематику. Ну, вообще сегодня достаточно много дел. За окном узор такой красивый. Утренний какао у меня сегодня вот в такой вот чашке. Красивый, уютный, в клеточку. Ну, какао с корицей, немножко молока, сахара нет. Салфетка новенькая. Я тут разбиралась, нашла набор из 3 салфеток из Fix Price. Голубая, салатовая и еще такая розовая. Так что буду сейчас какао пить, но я пока еще просто не решила, с чем конкретно. Сейчас готовлю себе завтрак. Ну, точнее как, кашу я уже сварила. Хочу сказать, что все-таки вот эта банка икеевская хорошо сохраняет кофе. А теперь всегда здесь кофе буду хранить. Вот уже варится, каша готова. Я сняла несколько видео, канцелярские пустышки, косметические пустышки, потом новогодний влог сняла, где показывала вот, ну, как украшаю дом. Вот, показывала свою недавнюю вот эту покупочку для чайных пакетиков, тоже с новогодней тематикой. Ну, сегодня у меня в планах еще желательно постирать бы занавески, да много чего надо делать. Вот, ну, сейчас полноценно позавтракаю, потому что утром я только, в общем-то, кофе попила, то есть какао, точнее, вот сейчас буду кофе пить. На улице уже светло, узор все еще сохраняется, надо будет дойти до магазина. Что-то меня очень сильно потянуло на творог и на сметану. Вот здесь я еще показывала украшения. Села завтракать, у меня овсяная каша с тушеной печенью и кофе. Кофе тоже пока не решила, чего, какой будет бутерброд, уже потом решу. Сейчас собираюсь в магазин и вот приготовила выбрасывать пальто Zara. Ну, в общем, это совершенно не моя модель. Так, а потом приду, надо будет пылесосить в очередной раз, потому что, когда собака ест, вот здесь постоянно гречка. В общем, буду его выкидывать. Уже он пакет приготовила.
Решила попробовать доставку от магазина «Пятерочка». Заказала обезжиренный творог, принес курьер, вот пакетик, морковку принес и творог 9%, вообще класс. Класс. Ну, я, правда, позвонила в техподдержку, они сразу попросили фото для подтверждения и сказали, что вернут средства, а продукт можно типа оставить себе. Ну, значит, собаке повезло, потому что есть я это не буду. Я не знаю, что сегодня за день такой. Нет, ну, как бы понятно, что в плюс, конечно, да. Собаке повезло, вкусняшка. А я опять без вкусняшки осталась. Я не понимаю, почему эта напасть происходит с обезжиренным творогом. Ну, потому что, как бы, это нереальное количество здесь калорий. Я это есть не буду. Да. Расстройство. Ладно, хорошо, хотя бы морковка есть. Я сейчас буду делать имбирное печенье. Ну, я впервые пробую, нашла рецепт, который наиболее мне понравился. Ну, и вот все сухие ингредиенты уже добавила. Тут вот сахарная пудра, имбирь, ну и тому подобное. Сделала тесто и теперь убираю его на час в холодильник. Извините, что тут стекло заляпано, но я в преддверии Нового года планирую много готовить, поэтому уже, когда все приготовлю, и перед самым праздником помою. Вот. Так что я тут быстро протирала, и получились разводы. Вообще, просто волшебство творится, потому что раскатать нужно было ровно 1 миллиметр. И я сейчас поставила, и прямо на глазах тесто поднимается. Так прикольно, осталось 3 минуты. Ну, типа, выпекается от 7 до 10 минут. Но как бы кто-то пишет, что 10 это много, ну, не знаю, я пеку впервые, вот, поэтому я, когда 7 минут таймер пропищит, я посмотрю. Конечно, безумно интересно, я никогда не пекла имбирное печенье, но просто у нас, я говорю, в семье, что вот всегда были какие-то фирменные вкуснейшие блюда. Папа готовил, плюс мама выпечкой занималась. Ну, как бы папа делал там заливное. Мама пекла шикарный просто торт медовый. Но то, что там мед, вообще никто не скажет. Он потрясающий. Все просили готовить и на работе. Вот. Там еще всякие у нее печеньки, розочки, еще что-то. Ну, я делала пироги, конечно, с капустой. А вот как-то про имбирное печенье, я не знаю, мы не покупали. Мы много разных вкусняшек покупали, а почему-то как-то даже не обсуждалось и даже в голову не приходило. А в этот раз я вот решила попробовать. Но по внешнему мне уже нравится. Единственное, что только у меня кардамона не было. Вот. Но если, в принципе, все получится, потому что тесто мне понравилось само по себе, вот по консистенции, и отзывы хорошие. Если все получится, то, конечно, я еще на вторую порцию докуплю кардамон. Ну и тут будет глазурь, естественно. Я нашла формочки еще, у меня на самом деле разные есть. Я взяла те, что максимально побольше. У меня есть еще от Avon или от Oriflame елочка, но... Ну, елочка, это как бы мама тоже что-то делала, выпекала, но это как бы на большую семью, а мне даже, ну, одной много, а с ученицами, ну, как бы я хочу подарить печеньки им, но опять это не актуально будет, елочка. Так, если бы я, конечно, отмечала не одна, то другой вопрос. Было бы прикольно. Там еще даются всякие штучки для глазури, но вот я их, наверное, здесь и использую. Но у меня много приспособлений, просто они как бы покупаются и не юзаются. Это очень вкусно. Сейчас буду ставить вторую партию. Я, конечно, больше буду делать вот таких больших печенек, ну и такие маленькие. Большие в основном буду раздаривать, маленькие для себя. Села попить чай, уже довольно-таки поздно. Ну, нужно было посуду помыть. Тут так я украсила. Мне понравилось.
Очень удачно нашлись в запасе эти открытки. Ну, печеньки, конечно, на ночь лучше не есть. Но, с другой стороны, почему бы и не поднять себе немножко настроение так. Ну, просто идти вот спать в скверном настроении мне неохота. Поэтому немножко согреюсь чаем. Я очень что-то замерзла. Так, непонятно, что у меня с руками, где я так поцарапалась. Я понимаю, видимо, вот эту штуку доставала из контейнера икеевского. Вот, видимо, и то самое. Это для тортиков контейнер. У меня как раз мама, когда пекла свой вот медовый торт, сюда он идеально помещался, и было очень удобно куда-нибудь там отнести. Папа на работу, например, или мама, или я куда-нибудь. Это было очень удобно. Печенье просто потрясающее. Там, в общем, все отзывы были такие классные. Ну, редко у кого какие-то косяки, но в основном все хвалили. Тесто действительно, вот сразу было понятно, что тесто суперское. Причем я допустила один косяк. Там я прочитала, что сухие ингредиенты нужно вместе смешивать, а жидкие отдельно, и потом все это соединить. Ну, и я так и сделала, не стала дочитывать, а там оказалось, что все-таки пудру нужно вместе с яйцом, медом и маслом. Я уж перепугалась, думала, не получится. Нет, все вообще отлично. А печеньки, конечно, кайфовые. Я очень довольна, что получилось все. Единственное, что, конечно, гвоздику надо молотую купить. Потому что, ну, вернее как, либо купить молотую, либо сразу пачек 5 взять и в кофемолке измельчить, потому что у меня было 1,5 пакета, и это меньше, чем, например, засыпаешь кофейные зерна, и измельчалось как-то плохо, хотя у меня очень хорошая, в общем, кофемолка хорошая. А почему плохое настроение? Ну, как водится, в тот момент, когда, ну да, как всегда, требовалась поддержка, я ее не получила. Ну, ладно, это мне уже действительно такой урок. Вот. Помню, когда у меня была анемия, я лежала несколько дней, по стеночке вставала, чтобы с собакой погулять. Очень ждала, что кто-то очень важный поинтересуется, как я, но нет. Это без разницы было. Встала я, не встала, поела, не поела, погуляла с собакой, не погуляла, неважно. У меня, как мне сказали, как это, сплин, синдром человека всем обеспеченного. Ну, это так, культурно, да. Ну, а по факту я зажравшаяся, ну, дальше не буду произносить на камеру. Вот. Единственное, сюда душистый перец нужен был. И кардамон. Кардамона у меня не было, а перец, я не знаю, чуть-чуть, ну, сколько сказано, даже чуть меньше черного перца добавила. Но, в принципе, мне это нравится. Вполне устраивает. Но, наверное, надо чуть меньше. А еще лучше, я думаю, белый перец купить. Но я его почему-то нигде не вижу, надо поискать. Потому что белый перец, он просто потрясающий. Поэтому решила чайком согреться. Чай попила, убрала со стола,
Помыла посуду и сейчас буду ложиться спать. Не знаю, может быть, вот это полотенце оставлю здесь, пока мне нравится. Вот. Ну, а так со стола я всегда все убираю. Не люблю, чтобы стояли там чашки, ну и тому подобное. Я благодарю вас за просмотр. Это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в инстаграм Талисемерки Рыжая Таливосьмерки. Я желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.